Уважаемый господин Ципрос, дамы и господа, мы рады приветствовать в Москве премьер-министра Греческой Республики. Визит господина Ципроса, на наш взгляд, является весьма своевременным. Мы рассматриваем Грецию в качестве особого партнера, с которым нас объединяют вековые узы дружбы, общие страницы истории и духовная близость. В нынешнем году исполнилось 190 лет установления дипломатических отношений между Россией и Грецией, а также 25 лет договору о дружбе и сотрудничестве. Мы всегда стремились и стремимся выстраивать партнерский диалог на принципах добрососедства, уважения и взаимного учета интересов. Именно в таком ключе прошли наши переговоры с господином премьер-министром сегодня. Рассмотрены основные вопросы российско-греческого сотрудничества, а также актуальные международные темы. Углублению обоюдовыгодного двустороннего сотрудничества в конкретных областях будут способствовать подписанные по итогам визита межведомственные документы. Вы только что это видели. Большое внимание уделено торгово-инвестиционному взаимодействию, которое показывает неплохую динамику. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 27%. Составил почти 4 миллиарда долларов. В январе-сентябре текущего года он прибавил еще 11%. Встречные капиталовложения России и Греции суммарно превышают 700 миллионов долларов. С хорошей отдачей, по нашему общему мнению, действует смешанная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание, которое прошло в Москве, буквально на днях 5-6 декабря, непосредственно перед сегодняшними переговорами, и внесло полезный вклад в подготовку этих переговоров. Расширению прямых контактов между предпринимателями двух государств служит работа российско-греческого делового совета. В этом году состоялось 2 его сессии: в марте в Москве и в октябре в Афинах. Отмечу, что делегация Греции традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Рассчитываем, что и в следующем году греческие экономические ведомства и деловые круги направят представительную делегацию в Санкт-Петербург. Безусловно, важной областью взаимодействия является энергетика. Многие годы Россия надежно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины потребностей республики в газе и 10% в нефти. При этом мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Обсудили с господином премьер-министром тематику расширения кооперации в инновационной сфере на основе декларации о партнерстве в интересах модернизации. Российские высокотехнологичные компании нацелены на то, чтобы выйти на греческий рынок с широким ассортиментом продукции и услуг. Разумеется, уделили внимание вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Позитивный общественный резонанс вызывают ежегодно проводимые совместные культурные фестивали, гастроли прославленных артистов, художественных коллективов. В 2019 году проведем перекрестный год языка и литературы. Отмечу, что 23 ноября завершился российско-греческий год туризма, в рамках которого было осуществлено более 50 мероприятий. В прошлом году Грецию посетило рекордное 850 тысяч число наших граждан. Это плюс 9% к предыдущему году. Ожидается, что в этом году их число возрастет до 1 миллиона человек. Условились и далее оказывать поддержку развитию туризма, способствовать тому, чтобы все большее количество граждан Греции приезжали в нашу страну, знакомились с ее достопримечательностями. Перспективными с этой точки зрения станут прорабатываемые у нас проекты по организации круизов в Черном, Балтийском море, в Северных морях, по созданию новых курортов. Соглашение о сотрудничестве уже
заключили более 20 городов. И сейчас я хочу сказать о позитивной динамике с точки зрения регионального сотрудничества. С российской стороны лидерами по количеству реализуемых проектов подобного рода являются Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. При обсуждении международной проблематики затрагивались перспективы дальнейшего выстраивания отношений между Россией и Европейским Союзом. Конечно, мы говорили и о кипрском урегулировании. В заключение хотел бы выразить признательность господину Ципросу, всем греческим коллегам за содержательные и результативные переговоры. Благодарю вас за внимание.